Итак, берем картошку, вот так вот ее крупными кусками нарезаем, выкладываем в форму, в которой будем запекать все первым слоем. Дальше выкладываем мясо. Мясо также порезано практически такими же кусками, как и картошка. И просто так вот сверху аккуратненько его выкладываем. Количество всех ингредиентов, естественно, зависит от количества блюда в результате, которое вы хотите получить. И на сколько людей, соответственно. Так, прекрасно. Сейчас следующее. Лук. Лук я порезала достаточно мелко, как видите. И вот так вот его выкладываю. Очень простое, очень практичное и очень вкусное блюдо получается. И я бы сказала даже здоровое, потому что в любом случае это запекается в духовке. Так что присмотритесь к этому рецепту. Так, следующее. Чесночок. Его вот таким образом даже не резали, просто бросаем. Если любите много, можете еще больше добавить. Следующее. Берем, например, 2 помидора, режем их такими же кусочками и выкладываем сюда. У меня сейчас помидоров не оказалось, поэтому я вот так вот, у меня есть соус. Именно из помидора, вот я его добавила. Следующее. Сейчас сделаем такую заливочку для картошки с мясом. Здесь у меня пару стаканов воды. Добавляю немного растительного масла. Далее. Это у меня салча, то есть томатная паста. И вот маленькая ложечка, это паста из острого перца. Если нету и того, и другого, можно добавить, например, просто томатную пасту. Так. Специи. Также черный перец и чабрец. Вы же можете добавлять любые специи, которые вам нравятся. И сейчас все хорошенько размешаем. Салча, то есть томатная паста, достаточно соленая, очень концентрированная. Поэтому я соль пока добавлять не буду. Вы же смотрите, если ваша томатная паста не такая соленая, можете добавить еще и соли по вкусу. Все хорошенечко размешиваем и заливаем наше мясо с картошкой этим томатным таким очень ароматным вкусным соусом. Кстати, я попробовала на вкус, и соли маловато, несмотря на то, что томатная паста соленая, поэтому добавим еще сольку. Размешаем и все. Итак, сейчас последний момент. Заливаем соусом. Красота. Отправляем в духовочку. Можно это все немножечко перемешать, даже с помощью рук просто, либо же вот даже вот так. А теперь берем пекарскую бумагу. Я ее немножко намочила, вот так вот пожамкала. И теперь аккуратненько просто прикрываем сверху и отправляем в духовку. Все готово. Аромат невозможно. Итак, друзья, посмотрите, какая прелесть у нас получилась. Сочная картошечка, ароматная, мяско, сочная, мягкая буквально. И все такое с водичкой, видите? Прям почти как с подливой. Очень вкусно. И очень просто готовится. Так что обязательно приготовьте. Сказка.